Сегодня я расскажу про цветок, в который невозможно не влюбиться уже с первого взгляда. Его красочное и обильное цветение в течение всего сезона способно затмить даже многие пышно цветущие однолетники. Называется немезия. Ее объемные кустики, покрытые множеством ярких цветков, вызывают настоящий восторг. Цветет эта культура не только супер обильно, но и долго, с июня до заморозков. Кроме того, у немезии еще очень много преимуществ, о которых я далее расскажу. Высота ее кустиков составляет от 20 до 60 см, в зависимости от разновидности и сорта. Стебли немезии густо покрыты увесистыми, пышными соцветиями. От такой массы цветков побеги со временем изгибаются, что придает кроне ампельный или шарообразный вид. С помощью немезии можно составить эффектные, обильно цветущие композиции, украсить ее кустиками подвесных кашпо, вазоны, садовые клумбы, террасы и даже балкон и домашние помещения. Немезия – это универсальное растение, которое легко преобразит вашу территорию и создаст настоящий праздник цветов на весь сезон, вплоть до прихода осенних холодов. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением по этой цветочной культуре. Я благодарна всем за добрые советы, ваши лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. Это очень удобно, чтобы в будущем не пропускать и всегда быть в курсе выхода новых видео. Плюсы немезии в том, что она при соблюдении несложных правил очень эффектно, долго и невероятно обильно цветет. К тому же ее цветочки устойчивы к дождю и ветрам, а семенной материал стоит недорого. И его несложно найти в садовых супермаркетах или интернет-магазинах. Среди этой цветочной культуры множество самых разных и ярких окрасок. Приятно и то, что ее увядшие соцветия опадают самостоятельно и не портят общий вид цветника. При несложном уходе немезия способна затмить даже самые пышно цветущие однолетники. К тому же этот цветок с одинаковым успехом выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах. Выращивание немезию капризной сложно назвать, но про некоторые ее особенности и предпочтения важно знать. Если позаботиться о достойном уходе за этим растением, немезия вас обязательно отблагодарит невероятно роскошным и долгим цветением, которое будет вас радовать с июня до прихода морозов. Необходимо учесть тот факт, что для продления цветения надо время от времени укорачивать верхушки отцветших побегов, тем самым стимулируя образование новых боковых веточек, которые в скором времени зацветут. Цветет немезия на молодых стеблях, поэтому обрезка этой культуры крайне важна. Главное, не стригите кустики слишком коротко. Столь завидное пышное цветение происходит как раз за счет сильного разветвления и наращивания цветочных побегов, которые периодически отрастают из листовых пазух стеблей. Благодаря этому качеству немезия считается одной из самых обильно цветущих культур и может легко посоперничать с петуниями, лобелией и другими ампельными однолетниками. Конечно, ее цветки не столь крупные, как у петуний, но их яркая краска, невероятное множество и аромат способны очаровать кого угодно. Те, кто сумел найти подход к немезии, продолжают ее выращивать из года в год. Это растение без преувеличений, настоящая находка для цветоводов. Уход за рассадой этого цветка очень схож со многим знакомым летником львиный зев. Эти культуры даже внешне похожи своими цветками. Их сеянцам для развития необходимо дополнительное освещение и более прохладные условия. В противном случае всходы будут вытягиваться и истончаться. После того, как проклевываются семена, посевы переносят в место с ярким светом и температурой около 15-18 градусов. Из плюсов семенной материал немезии обладает хорошей всхожестью около 2-3 лет. Ее семена также прорастают при температуре плюс 15 градусов, хотя в более теплых условиях они дают всходы быстрее. Имейте также в виду, что рассаде потребуется хорошая вентиляция. Не лишним также будут и профилактические обработки фунгицидными препаратами. При неправильном уходе и переливах растений велика вероятность появления черной ножки и бактериальных инфекций. При выращивании рассады важно не переувлажнять почву. Полив должен быть умеренным, но пересушивать землю тоже нельзя. Чтобы вырастить пышные кустики, рассаду потребуется время от времени прищипывать. Это важно. Оставляйте на каждой веточке не больше 2-3 междоузлей. Таким образом, у вас получится хорошо сформированное растение с большим количеством побегов и соцветий. Немезию также можно размножать вегетативно, то есть черенкованием.
Подмечено, что у таких растений цветки даже крупнее, чем у рассадных кустиков. Плюс этой культуры еще и в том, что ее черенки активно дают корешки даже в воде. Еще один совет – не выращивайте рассаду в горшках большого объема. Как правило, молодые растения стремятся оплести корешками весь объем грунта. То есть они будут тратить все силы на наращивание корневой системы, при том, что надземная часть в росте станет заметно отставать. Если вы задумали создать пышную композицию, то на большой 3-литровый вазон потребуется высадить не менее 3 кустиков. Не забудьте на дно уложить слой дренажа. Немезия – это то растение, которое шикарно выглядит даже в сольной посадке, то есть сама по себе. Также ее кустики красиво смотрятся в компании с другими ампельными, цветочными и декоративно-лиственными культурами. При выращивании в открытом грунте из немезии даже получаются роскошные густые цветочные ковры. Среди этого растения огромный выбор расцветок и сортов. Есть растения и с комбинированной окраской цветков. Кстати, немезию еще продают под торговым названием сансатия. Гибриды сансатии плюс отличаются своими крупными размерами цветов, жаростойкостью, ранним и продолжительным цветением. Зато наиболее ароматной считается немезия белой окраски. Чтобы кустики показали себя во всей своей красе, их лучше высаживать на хорошем освещении, но без постоянного попадания прямых лучей солнца. Немезия будет отлично цвести даже в легкой полутени. Также растения потребуется периодически подкармливать не менее 3 раз за сезон комплексными минеральными удобрениями для цветущих культур. Грунт подойдет рыхлый и хорошо дренированный, с нейтральной реакцией. Немезия – это южный цветок, в открытом грунте средней полосы он не зимует. Чтобы каждый год не выращивать рассаду, осенью занесите несколько здоровых маточных кустиков в помещении для последующего черенкования. Также среди этой культуры есть многолетние виды, которые вполне подойдут для комнатного озеленения. Выращивать немезию несложно, зато ее пышно цветущие кустики способны преобразить любую территорию и удивить своим ярким цветением кого угодно. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.